Всех приветствую на канале. Сегодня будем вязать вот этот потрясающий жакет крючком. Вставляю вам сюда фото, видео, как он смотрится на мне. Я вязала этот жакет, вдохновляясь образом джинсовки, такой джинсовой курточки. Посмотрите, по переду я даже связала такие тени от карманов, которые очень стильно смотрятся. Жакет идет без пуговок, без всего. Максимум, что сюда можно сделать, небольшую брошку. И посмотрите, как выглядит спинка. Здесь тоже есть такая кокетка, как в джинсовках, только обращаю внимание, в мастер-классе я ее связала ровной, но позже распустила и сделала вот такой вот как бы мысочек. Мне кажется, так смотрится намного даже красивее. Вяжется этот жакет крючком, у него вточной рукав. Сегодня мы научимся делать этот вточной рукав. Это поперечное вязание. Наборный край — это боковой шов. Мы вяжем вот так вперед полочку, потом половинку спинки, также со второй частью, и затем выполняем шов по центру спинки. И плечевые швы тоже имеются. Сейчас я вам расскажу, как построить выкройку для вязания такого жакета абсолютно на любой размер. Для этого вам будет необходимо знать ваш обхват груди. Из него мы рассчитываем ширину полочки и 1/2 спинки. Я даже отнимала немножко от этой ширины для того, чтобы жакет сидел именно по фигуре. То есть вот у меня ширина полочки 21 сантиметр и также ширина 1/2 спинки 21 сантиметр. Затем мы измеряем обхват бицепса и ширину подреза рассчитываем, как обхват бицепса, делим на 4, получаем 6. Посмотрите, подрез у меня состоит вот из таких участков. Участок с наклоном и прямой участок. То есть фактически вот эти 6 сантиметров у меня разделено на 4 участка. Вот прямой участок по спинке и наклонный участок по спинке, и также прямой участок по полочке и наклонный участок по полочке. То есть мы понимаем, что длина каждого участочка 1,5 сантиметра. Если мы 6 разделим на таких 4 участка, я получаю 1,5 сантиметра. Дальше мы считаем высоту проймы по переду и по спинке, тоже исходя из обхвата бицепса. Высота проймы по спинке, она выше. Посмотрите, откуда я измеряла высоту проймы, то есть от подреза. По спинке 14 и по переду 12. Высота проймы по спинке выше, для того, чтобы наше изделие не тянуло назад. И также нам необходима длина плеча. Она измеряется следующим образом. Вы просто можете надеть какую-то футболочку, которая вам сидит по фигуре, и от шва, то есть от плеча, прям просто измерить сантиметровой лентой до того места, где у вас будет идти вырез горловины. У меня это расстояние 8 сантиметров. Можно также это расстояние измерять, примеряя уже заготовку жакета к себе. То есть, чтобы у нас пройма была в нужном месте, это не спущенное плечо, и дойти до шеи. Я связала 8 сантиметров, размер у меня 40. Еще раз повторяю, вязание поперечное. После того, как связаны обе такие детали и сшиты по спинке, мы начинаем вязать планку. Планка вяжется по кругу. То есть я начинаю от угла и полностью по кругу вяжется планка. Просто от наивысшей точки плеча и до низа 38 сантиметров. Но увидели, как жакет смотрится на мне. Он примерно до талии. 38 сантиметров я померила вместе с планкой. Сама планка небольшая, она порядка 2-3 сантиметров. 2,5. Узор, которым я вязала этот жакет, мастер-класс по нему есть на канале, ссылка будет в описании. Но этот узор очень простой, это обычная филейная сетка, то есть столбик с накидом, воздушная петля, столбик. Только между вот этими рядами филейной сетки я еще вязала ряд столбиков без накида. В таком варианте, мне кажется, филейная сетка смотрится аккуратнее именно при поворотном вязании. Все, вам также необходимо будет построить выкройку, и согласно этой выкройке мы начинаем вязание. Начну я со спинки и идем от вот этого бокового шва. Сейчас я вам расскажу длину бокового шва. В моем случае 20 сантиметров. То есть набираем цепочку на 20 сантиметров и начинаем вязать.
Вы можете скачать эту выкройку с моими расчетами у меня в телеграм-канале или на моем канале на Бусти. Ссылки на оба ресурса я оставлю в описании. Вязание начинаем со спинки. Мы будем набирать петельки при помощи столбиков без накида. Как это выполняется, на канале уже есть мастер-класс, я вам ссылку оставлю в описании. Или можете набрать обычной воздушной цепочкой. Это сейчас цепочка будет определять длину изделия до начала проймы. По узору необходимо набрать любое нечетное количество петель. Я наберу 41 петлю. Я выполнила наборный край. Вязать мы будем правую половинку спинки. И сейчас начинаем ряд с 4 воздушных петель. Будет ряд филейного узора. То есть петельку пропустили, в следующую вяжем столбик с одним накидом. Мы таким образом будем чередовать ряд филейной сеточки, ряд столбиков без накида. Я выполнила ряд филейной сеточки. Теперь воздушную петельку подъема вяжем. И начиная с первого столбика в каждую петлю ряда выполняем столбик без накида. То есть воздушная вот эта петля подъема, она у нас в счете столбиков не участвует. Таким образом, чередуем ряд филейной сеточки и столбиков без накида, пока у нас вот эта ширина не будет равна 1/4 подреза целого. То есть весь подрез у меня 6 сантиметров, эта часть должна быть 1,5. Посмотрите, у меня уже эта часть занимает 1,5 сантиметра. И дальше следующую четверть подреза я буду вязать, выполняя прибавление. То есть сейчас у меня идет ряд филейной сеточки. Я довязываю ряд до конца и в конце ряда сделаю прибавление для формирования проймы. Прибавку я формирую следующим образом. Выполняю одну воздушную петлю и делаю 2 накида на крючок, и в ту же самую петельку, откуда у меня идет столбик с накидом, я ввожу крючок и провязываю столбик с 2 накидами. Это у меня получилось такое треугольное окошечко. Все, дальше вяжем такие прибавления в конце ряда, пока у нас часть с прибавками также не будет равна 1/4 ширины подреза. В моем случае ряды с прибавлениями больше не требуются, то есть вот эта ширина уже равна половине подреза, в моем случае это 3 сантиметра. И сейчас я буду набирать петли для проймы. Обязательно набор петель должен идти с ряда из столбиков без накида. То есть сейчас у меня будет набираться воздушная цепочка на высоту проймы. Высота проймы должна быть равна 1/2 обхвата бицепса плюс еще пару сантиметров. Я выполнила воздушную цепочку. Она должна быть из четного количества петель. У меня 30. И сейчас мы вяжем ряд столбиками без накида. Начинаю с воздушной петельки подъема и поворачиваю цепочку изнаночной стороной к себе. И тут имеются вот такие вот протяжки. И подхватываю петли за протяжки. То есть за одну ниточку. В итоге у нас с противоположной стороны тоже будет получаться косичка. И с этой стороны косичка. Я провязала столбики без накида по воздушной цепочке. С этой стороны косичка и с противоположной косичка. Всего 29 столбиков, и здесь вот воздушная петля подъема. Дальше мы просто переходим на вязание столбиков без накида уже по самому полотну. Я довязала ряд столбиков без накида и уже начала вязать ряд филейной сеточки. Посмотрите, вот по пройме, где у нас набрана была воздушная цепочка,
мы разделим узор, то есть половину будем вязать филейным узором, окошечками, а половинку просто будем вязать столбиками с одним накидом, то есть без воздушных петель, просто в каждую петлю столбик с одним накидом. Это будет имитация кокетки. То есть просто до конца ряда вяжем столбики с одним накидом, а в конце ряда сделаем прибавку для формирования плечевого скоса. Прибавку вяжем следующим образом. Просто в последний столбик предыдущего ряда вяжем 2 столбика с одним накидом. То есть такая вот галочка. Сейчас я вяжу воздушную петлю подъема и, начиная с первого столбика с одним накидом предыдущего ряда, я вяжу просто ряд из столбиков без накида. И таким образом мы сейчас вяжем на необходимую ширину плечевого скоса. То есть в каждом ряду из столбиков с одним накидом мы делаем прибавку на плечевом скосе. И соблюдаем разграничение узоров, которые мы задали. Я уже вывязала необходимую ширину плеча. Посмотрите, как аккуратно выглядит пройма и плечевой скос. Теперь мы будем формировать вырез горловины по спинке. Для этого мы будем в конце ряда провязывать 3 петли вместе. Вяжем сейчас практически до конца ряда, и я покажу, как вязать убавление. Посмотрите, до конца ряда осталось довязать 3 столбика, и я сейчас буду вязать 3 столбика с накидом с общей вершиной. Накид на крючок, вводим крючок в петлю, вытащила рабочую нить, провязала 2 петли, вновь накид, еще раз вытаскиваю рабочую нить, провязываю 2 петли, накид, и в третью петлю вытягиваю рабочую нить, провязала 2 петли, на крючке 4 петельки, и их провязываю за 1 раз. Все, и таким образом выполняем скос горловинки на необходимую глубину. Сильно глубокую лучше не делать. Я сформировала достаточную глубину выреза по спинке в 4 рядах из столбиков с накидами она получилась. И дальше буду вязать ровным полотном без убавлений на необходимую ширину спинки. Ширина спинки уже достигла необходимой мне ширины. Прямой отрезок горловины получился на 5 рядов. И ряды считаю только те, которые состоят из столбиков с накидом. То есть всего 10 рядов, 5 из столбиков без накида и 5 из столбиков с накидом. И теперь мы будем вязать полочку. Полочку будем начинать вязать по вот этому краю. То есть у нас боковых швов не будет. И обращаю ваше внимание, когда мы вязали спинку, то ряд из столбиков с накидом у нас начинался по низу изделия. То есть вот здесь у нас были воздушные цепочки подъема для того, чтобы начать ряд. Теперь мы приступаем к вязанию переда. И воздушные цепочки у нас наоборот будут по верху изделия. То есть вот таким образом поворачиваем изделие и, начиная от проймы, вводим крючок и вяжем. Столбики без накида у нас уже есть. Вяжем ряд из столбиков с накидом. Посмотрите, будем вязать так же, как на спинке. Вот здесь у меня шел сначала ряд без прибавления, а начиная вот со второго ряда, я считаю, еще раз повторяю, считаю только столбики с накидом за ряд. Пошло уже прибавление, и дальше большая наборная цепочка для вывязывания проймы. То есть сейчас мы также начинаем формировать и перед. Сейчас мне нужно связать просто ряд без прибавлений. Вводим крючок, подхватив, как обычно, петлю за 2 стенки, присоединяем рабочую нить. Начинаем ряд из ряда с окошечками, то есть делаем 4 воздушные петли подъема и выполняем ряд. Я провязала ряд из окошечек и ряд столбиков без накида. Сейчас я нахожусь в районе проймы, и далее мне необходимо выполнять прибавление. То есть если здесь мы выполняли прибавление в конце ряда, то здесь нам придется ряд начинать с прибавлений. И мы для этого свяжем 5 воздушных петель. То есть в обычном случае мы начинаем с 4 воздушных петель. Здесь вяжем 5, накид на крючок. И в ту же самую петлю, откуда идет воздушная цепочка подъема, я ввожу крючок и выполняю столбик с одним накидом.
Вот у нас получилась такая прибавка для следующего окошечка. И все, дальше вяжем ряд без изменений. Опять же выполняем ряд с окошечками и ряд из столбиков без накида. Довязываю ряд столбиков без накида. Вот он, наш прибавленное окошечко. Я также под него вяжу столбик без накида и, отступив в третью воздушную петельку подъема, выполняю еще один столбик без накида. У нас как бы такое получается треугольное окошечко. То есть дальше мы вяжем сколько необходимо прибавлений, точно такое же количество, как по спинке. У меня один ряд без прибавлений и один с прибавками. Вот я их повторила. И дальше мне необходимо уже выходить на пройму. Пройма по спинке у нас была равна полу обхвата бицепса плюс пару сантиметров. То здесь мы пройму делаем более низкой на эту пару сантиметров. То есть буквально вот на 2 окошечка пройма по переду будет меньше. Посмотрите, сейчас мне нужно продолжить набор вязания столбиками без накида. Если мы здесь набирали воздушную цепочку и по ней вязали столбики без накида, было проще, то здесь необходимо будет сразу же вязать одновременно и столбики без накида, и воздушную цепочку. У меня на канале есть мастер-класс, как это выполняется. Там показано на толстой пряже. Если что-то будет непонятно, есть ссылка в описании, проходите, смотрите. Здесь показываю достаточно быстро. В ту же самую петельку ввожу крючок, откуда идет столбик без накида. Вытянула рабочую нить, провязываю только одну петлю, как бы делаю воздушную петельку, а затем 2 петли. Видите, у нас получилась одновременно и воздушная петелька, и столбик без накида. Дальше, посмотрите, подхватываю эту воздушную петельку, которую мы связали, за обе дужки. Вытянула рабочую нить. Опять делаю как бы просто воздушную петлю и затем столбик без накида. Все, и таким образом набираем петельки для проймы. Я набрала уже цепочку на 2 раппорта меньше, то есть она у меня на 26 петель. И теперь приступаю к выполнению плечевого скоса. То есть здесь мы в конце ряда в одну петлю вязали 2 столбика. То здесь поступаем следующим образом. Делаем 3 воздушных петельки, накид на крючок, разворачиваемся и в ту же самую петлю, откуда идет у нас воздушная цепочка, вяжем столбик с одним накидом. И дальше продолжаем вязать по узору. По переду у нас будут идти одни окошечки. То есть полностью весь ряд до конца вяжем окошечками. Я провязала ряд с окошечками и ряд столбиков без накида. Вот такая пройма получается. И сейчас у нас будет небольшая сложность. Нам нужно будет по полочке вырезать карман. Просто из листа бумаги вырезаем карман. Подходим к зеркалу, прикладываем его к себе, к груди и корректируем размер. То есть побольше, поменьше. Затем берем этот шаблон и кладем на нашу спинку для того, чтобы по переду вывязать, да, тень от этого кармана. Начало кармана должно быть вровень с проймой. И просто размещаете его по нашей выкройки. Обратите внимание, количество вот этих вот отверстий, которые занимает карман, должно быть четным. В моем случае получается 8. И я отступлю от проймы 4 отверстия. И от переда у меня будет 2 отверстия. То есть обязательно возьмите вашу связанную заготовку, приложите к себе и разместите этот карман. Не делайте так, чтобы он ушел у вас под мышку или был вот так слишком впритык к краю. То есть ориентируйте, начинайте его по самому нижнему уровню проймы. Карман вывязывается с уголком, то есть это делается очень просто. Мы каждый ряд вяжем на один пустой квадратик больше, то есть заполняем столбиком с накидом. Посмотрите, у меня вот здесь 8 окошечек карман занимает, и вот здесь 8 окошечек. Сделайте это количество одинаковым, чтобы карман смотрелся более гармоничным по форме. И мы вяжем в одном ряду, я связала вот так 8, да, окошечек заполнила столбиками с накидом, в следующем 9, 10 и 11. И затем идем
Вторую половинку вяжем кармашка, то есть в обратном порядке сначала 11, потом 10, 9 и 8. И получится вот такой вот уголочек у нашего кармана. Сейчас мне нужно будет провязать 4 ряда с окошечками, и затем я начну вывязывание кармана. Прибавки мы по переду для плечевого скоса вяжем столбиками с одним накидом. То есть сейчас опять 3 воздушных, прибавка, в ту же самую петлю я вяжу столбик с одним накидом. То есть вот здесь у меня уже предыдущая прибавка есть, я в нее тоже вяжу столбик с одним накидом. И потом уже, вот где у меня начинается узор, там и я вступаю в узор. То есть получается все, что будет вот так вот выше вот этого окошечка, все будет вязаться просто столбиками с накидом. Формируем точно так же плечевой скос. Здесь у меня он идет на 5 рядов. Потом также формируем убавление для выреза, только вырез делаем более глубокий. И выходим на прямую часть. Ширина спинки и ширина полочки должны быть одинаковые. Я закончила вязание плечевого скоса. Он точно такой же, как и на спинке. И теперь будем формировать убавление. Я сейчас довяжу последний столбик без накида в воздушную цепочку подъема. Выполняем опять же 3 воздушных петли. Поворачиваем вязание. Накид на крючок. И в следующую петлю ввожу крючок, вытянула рабочую нить, провязываю 2 петли. Еще раз накид на крючок, ввела крючок в петлю, провязываю 2 петельки. На крючке должно получиться 3 петли, и затем я их провязываю за один раз. По факту мы из 3 столбиков вывязали 1. Дальше идем по рисунку, то есть там, где у меня идут столбики, просто с накидом я вяжу столбики. И затем перейду на узор с окошечками. Все формируем таким образом углубление по переду. Я довязала перед. Посмотрите, как лег вырез горловины. То есть мы также здесь убавляли. Как бы по 3 петельки вместе. Потом последний раз я убавила 2 петельки и перешла уже в узор. Ширина полочки точно такая же, как ширина спинки. И вот такая имитация кармана. Нам нужно связать в точности также вторую половинку нашего жакета. Только обратите внимание, если при вязании вот этой вот части, мы также начинаем со спинки, с этого места, ряд начинался из столбиков с одним накидом по низу, то есть по низу шла воздушная цепочка, то на второй половинке она будет наоборот идти по верху. То есть так, как у нас шло вот здесь вот спереди. То есть все будет вязаться в зеркальном отражении, для того, чтобы половинки соединились друг с другом. То есть мы, получается, спинку вяжем по принципу переда, а перед по принципу спинки. То есть если у нас спереди вот здесь была такая цепочка подъема для проймы, которая вязалась одновременно, при которой мы вязали одновременно и столбики с накидом, и воздушную цепочку, то на второй половинке у нас вот здесь будет такой подъем, а с этой стороны просто воздушная цепочка и столбики с накидом. А сейчас у нас здесь воздушная цепочка и столбики с накидом на подъеме. Я выполнила вторую половинку жакета, и теперь нам необходимо выполнить шов по спинке. Шов выполняется по лицевой стороне особым способом. У меня на канале есть мастер-класс по плоскому шву. Он выполняется при помощи крючка. Ссылочка будет в описании. Или можете сшить любым удобным для вас швом. Я выполнила шов. Этот шов плоский. Теперь необходимо выполнить и плечевые швы. Также держим части лицевой стороной к себе, берем пряжу, начинаем от выреза горловины, вводим крючок в ряд из столбиков без накида и присоединяем рабочую нить. Мы сначала обвяжем плечевые скосы столбиком без накида, а затем выполним такой же шов, как и по спинке.
В это же самое место вяжем столбик без накида. Затем идет столбик с накидом. Под него мы должны связать 2 столбика без накида. Посмотрите, первый столбик вяжем вот здесь вот в небольшое отверстие. Вводим крючок, будет маленько туговато. Выполняем столбик без накида. Второй столбик, если мы подхватим просто столбик с одним накидом, у нас останется дырка, поэтому подхватываем так, захватываем еще дополнительно одну ниточку от второго столбика с накидом. Выполнили столбик без накида. А затем опять в ряд из столбиков без накида. И дальше продолжаем опять в это вот отверстие. Ввели, провязали. И подхватив столбик, только зацепив ниточку от предыдущего, чтобы не было отверстий. Таким образом обвязываем весь плечевой скос. Я обвязала плечевой скос столбиками без накида. Вот так все аккуратно выглядит. Теперь мы берем спинку и, начиная от проймы, не обрывая рабочую нить, переходим на спинку. То есть я ввожу крючок в ряд из столбиков без накида, вяжу столбик без накида и таким же образом продолжаю выполнять обвязку по второму плечевому скосу в отверстие перед столбиком с одним накидом. И затем, подхватив столбик с одним накидом, но не один, а с ниточкой от предыдущего столбика, чтобы не было отверстий. Я выполнила плечевой шов. Вот так он выглядит по лицу. И это изнаночная сторона. Я не обрезала рабочую нить, и сейчас ей продолжу набор петель рукава. Посмотрите, мы спускаемся к нашему подрезу и смотрим, из скольки окошечек образован подрез. Я вижу вот ряд окошечек, второй, третий и четвертый. То есть следующий ряд уже начинается с проймой. И здесь тоже с проймой, то есть коротких 4 ряда. Поэтому и вязание рукава я начну с 4 окошечек. Посмотрите, шов это у меня будет столбик с накидом. Дальше вот эти вот столбики без накида, которыми мы выполняли обвязку. Здесь воздушная петля. Дальше опять столбик, воздушная петля, столбик. То есть вот до сюда у меня будет с одной стороны. И с этой стороны также. Это воздушная петля, столбик, воздушная петля и столбик. То есть я буду здесь совпадать с клеточками нашего узора. Начну я из ряда со столбиками с накидом. Это ряд у меня изнаночный, то есть я поворачиваю изделие изнаночной стороной к себе. И ищу столбик, в который я буду вводить крючок, то есть вот здесь. Захватываю рабочую нить и выполняю 2 воздушные петли. Затем накид на крючок, и я должна присоединиться к самой пройме. То есть по пройме мы отсчитываем 2 петельки, в третью вводим крючок, вяжем столбик с одним накидом. То есть у меня получается такое пол окошечко. Дальше воздушная петля. Сейчас я делаю прибавку. То есть ту же самую петельку, откуда идет воздушная цепочка подъема, я еще раз ввожу крючок и выполняю столбик с одним накидом. И дальше иду по рисунку. Воздушная петля, петлю пропустили, в следующую петлю вяжем столбик с накидом. Опять воздушная петля. И следующий столбик с накидом вяжем прямо в шов, в самый центр шва. Вот у меня получилось 2 окошечка, и вот здесь вот 2 вот таких прибавки. То есть как бы окошечки не квадратные, а треугольные. Переходим на вторую половину проймы. Также свяжем 2 окошечка. И затем идет прибавка. Воздушная петля и столбик в ту же самую петельку.
воздушная петля, и мы присоединяемся к пройме. Отсчитываем 2 петли, и в третью я ввожу крючок и провязываю соединительный столбик. В следующую петлю также провязываю соединительный столбик. Разворачиваю вязание. И сейчас провяжу ряд столбиков без накида под каждую петельку. Выполнила ряд столбиков без накида. Посмотрите, связала вот здесь вот под столбик с накидом, столбик без накида. Теперь перехожу на пройму. Вот в эту петельку у нас уже связан элемент. В следующую петлю провязываю столбик соединительный. И перехожу на ряд из окошечек. Делаю 2 воздушных петли. Накид на крючок. Здесь 2 пропускаю. В третью вяжу столбик с одним накидом. Воздушная петля. Разворачиваюсь. Сейчас мы не будем вязать прибавку. То есть вот такие вот прибавки, когда их 2 будут через ряд. У нас будет вот здесь 2 прибавки. В этом ряду только 1 прибавка. Я сделала воздушную петлю. Петлю пропускаю. И начинаю вязать просто ряд окошечек. Вот он, ряд с окошечками провязан. И делаю в конце ряда 1 прибавку. То есть воздушная петля, 2 петли по пройме. И в третью вяжем соединительный столбик. В первом ряду из окошечек у нас 2 прибавки, треугольнички. В этом ряду только по 1 прибавке с каждой стороны. То есть дальше уже начинаем повторяться. Переходим на ряд из столбиков без накида. При помощи соединительного столбика продвигаемся вверх по пройме. Разворачиваем вязание и вяжем столбики без накида в каждую петлю. Таким образом провязываем ряды, прибавляя то 2, то 1 окошечко, то 2, то 1 окошечко, пока мы не дойдем до подреза. Причем по переду, потому что спинка у нас более длинная. Посмотрите, как уже выглядит рукав. Я довязала до того места, где начинается подрез, то есть вот скошенная часть подреза. И теперь мы перейдем на круговое вязание. У меня идет ряд из столбиков без накида. Делаем воздушную петлю подъема и начинаем выполнять ряд из столбиков без накида. Сейчас я провяжу по всему рукаву и затем покажу, как поднимать петли по подрезу. Посмотрите, как выглядит прибавление. Вот они, да, 2 прибавленных окошечка, которые пока в форме треугольников, затем только 1. Дальше вот опять 2. 1, и так я чередовала. Всего я провязала рядов из окошечек 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов из окошечек. И сейчас у меня ряд идет из столбиков без накида, и я его буду вязать полностью по кругу. Вяжем сейчас до подреза. Я провязала столбики без накида по петлям рукава. Посмотрите, перехожу на спинку. Здесь у нас спинка длиннее и несколько петель не довязано до начала подреза. Мы прекрасно видим место, где мы присоединялись к пройме. И я ввожу крючок в следующую петельку и продолжаю обвязку столбиками без накида. Дальше мы переходим к самому подрезу. Там, где у нас прибавочные окошечки, то есть которые выглядят в форме треугольника, а не квадрата, по ним мы вяжем 3 столбика без накида. По окошечкам, где нету прибавления, вяжем 2 столбика без накида. То есть сейчас я подвязываю под столбик 3 столбика без накида. Дальше 1 столбик
получается в ряд из столбиков без накида. Подхватив 2 ниточки обязательно. Затем у меня идет уже окошечко без прибавок. Под него я вяжу только 2 столбика без накида. Все, и таким образом обвязываем всю пройму. Не забываем связать столбик в ряд из столбиков без накида. Я уже обвязала пройму столбиками без накида. Закончила 3 столбиками без накида под прибавленное окошечко. И теперь в воздушную петлю подъема, которую мы провязывали в начале ряда, я ввожу крючок и выполняю соединительный столбик. Дальше 4 воздушные петли. И делаю сейчас прибавление. Вяжу столбик с накидом в ту же самую воздушную петельку. То есть в том месте, где у нас идет стык подреза и рукава, мы сделаем прибавление. Дальше идем по рисунку. Воздушная петля. Одну петлю пропустили, в следующую вяжем столбик без накида. То есть вяжем ряд из окошечек. Вязание я не поворачивала изнанкой к себе, вяжу по лицевой стороне. Я уже провязала по спинке, дошла также до стыка проймы и подреза. И здесь тоже делаю прибавление. Связала воздушную петлю и столбик с одним накидом в ту же самую петельку. И дальше идем по рисунку. Воздушная петля, одну петлю пропустили, в следующую столбик. И заканчиваем ряд. Я связала воздушную петельку и соединительный столбик под воздушную цепочку. Посмотрите, у меня получилось маленько не то количество петель для раппорта, и я по центру подреза просто связала рядом 2 столбика с одним накидом. Будет такая имитация шва. Если у вас все раппорты уложились, то такую имитацию шва можно не делать. Все, дальше вяжем по рисунку воздушная петля и под каждую петельку ряда выполняем столбик без накида. То есть мы полностью переходим на круговое вязание. Мой рукав достиг необходимой длины. После подреза я связала 22 ряда с окошечками. Посмотрите, сейчас мне нужно связать ряд из столбиков без накида, и вязать я их буду следующим образом, делая убавление. Мы провязываем 4 столбика и затем выполняем убавку. Вот я провязала 4 столбика без накида и теперь выполняю убавление. Раз, вытянула рабочую нить, в столбик ввожу, вытянула рабочую нить, и у меня сейчас на крючке 3 петли, я их провязываю за один раз. Все, дальше опять 4 столбика и убавление. И таким образом провязываем весь ряд. Я довязала ряд с убавлениями, выполняю соединительную петлю. И теперь будем вязать манжет. Я буду вязать манжет нитью белого цвета. Присоединяю новую рабочую нить. Серую подтягиваю. И выполняю 2 воздушных петли для подъема. Затем пропускаю одну петлю и в следующую выполняю столбик без накида. Воздушная петля, петлю пропустила, в следующую столбик без накида. И таким образом выполняем до конца ряда. Воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик пропустила и в следующий столбик без накида. Я провязала один круговой ряд. Теперь мы переходим на вязание по спирали. То есть я выполняю воздушную петлю и под 2 воздушные петельки подъема продолжаю вязать столбик без накида. Воздушная петля, столбик предыдущего ряда пропускаю, под воздушную петлю ввела крючок, вяжу столбик без накида. Все, таким образом вяжем на необходимую ширину манжеты. Столбики без накида вяжутся под воздушные петли предыдущего ряда.
Я провязала манжет на 7 рядов из белой пряжи. Посмотрите, как завершаю вязание. Выполняю воздушную петельку и обрезаю рабочую нить и выдергиваю остаток. И завершаю вязание незаметным способом. У меня на канале есть мастер-класс. Я вам ссылку оставлю в описании. Здесь покажу по-быстренькому. Смотрите, одну петельку я пропустила, в следующую петлю ввожу крючок, подхватываю рабочую нить, выдергиваю и вновь возвращаюсь в петельку воздушную, которую мы связали последнего, так снизу в нее ввожу крючок и остаток ниточки туда заправляю. Все подтягиваем. И все, вот такая незаметная стыковка у вас получится. Дальше хвостик нитки нужно спрятать при помощи иглы. Теперь приступаем к обвязке. Теперь приступим к обвязке краев нашего изделия. Я не обрезала рабочую нить от полочки. Рабочая нить у меня находится по низу изделия. Посмотрите, вот в последний столбик без накида я ввела крючок, подхватываю рабочую нить, выполняю 2 воздушные. В ту же самую петельку ввожу крючок, выполняя столбик без накида. Воздушная петля и в окошечко столбик без накида. Так чередуем. Воздушная петля, столбик без накида. Воздушная петля. Пропускаем этот ряд, в окошечко вяжем столбик без накида. Воздушная петля и следующий столбик без накида наоборот вяжем в этот ряд, подхватив обязательно 2 ниточки. Будет получаться через ряд. Мы либо пропускаем вот эти столбики без накида, либо вяжем прямо в них. Опять воздушная петля в окошечко, столбик без накида. Воздушная петля и в окошечко, столбик без накида. Воздушная петля и сейчас столбик без накида опять вводим, вяжем в ряд. Все, таким образом обвязываем низ нашего изделия. Я обработала низ изделия, перехожу на полочку. Если здесь было горизонтально, здесь вертикально идет. Начинаем с угла и в углу будем делать прибавление. Вот смотрите, у меня здесь воздушная петля уже есть. В столбик без накида ввожу крючок. Вяжем столбик без накида, воздушная петля и в ту же самую петельку еще раз столбик без накида. И можно даже отметить вот здесь вот воздушную петлю маркером. Это будет место, где мы будем вязать прибавление. И дальше идем. Воздушная петля, столбик пропустили в следующий. Столбик без накида. И так чередуем. Я обвязала планку полочки. Теперь перехожу на вырез горловины. По прямой части обвязываю так же, как по низу. Сделала прибавку в углу, то есть в одну петлю провязала столбик без накида, воздушную и столбик без накида. Воздушную петлю отметила маркером, так же как мы делали здесь. Теперь переходим на участок с убавлениями и здесь выполняем узор следующим образом. Делаем воздушную петлю, под столбик с накидом вводим крючок и вяжем столбик без накида. Я также захватываю ниточку от столбика рядом ниже, чтобы не было отверстий. Воздушная петля и следующий столбик без накида вяжем в ряд из столбиков без накида. Воздушная петля и опять в ряд из столбиков с накидом вводим крючок. Воздушная петля и в ряд из столбиков без накида. Таким образом вяжем по всем участкам, где имеются убавления. То есть здесь у нас в каждый ряд из столбиков без накида выполняем столбик.
Я довязала до начала ряда. Сейчас я буду переходить на нить белого цвета, то есть буду чередовать вязание, ряд белой нитью, ряд серой. Присоединяю белую нить. Серую чуть-чуть подтягиваю. Здесь из серой нити образовалась воздушная петля, которая должна быть по узору. Посмотрите, отпускаю эту белую петельку, ввожу крючок под 2 воздушных петли, которые мы связали в самом начале ряда, подхватываю белую петлю и вытягиваю на лицевую сторону. Вот она осталась, петелька воздушной серой нитью. И начинаю опять вязать ряд с 2 воздушных. И потом в то же самое место, откуда идет у меня воздушная петелька, я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Даже вот эти 2 воздушные петли мы можем отметить маркером, так как начало ряда, в это место будет у нас всегда вязаться как бы вот такое прибавление. Дальше мы идем также, чередуем воздушная петля, столбик без накида. Вот столбик без накида предыдущего ряда пропускаем, подхватываю воздушную петлю. Опять воздушная петля, столбик без накида пропускаю, подхватываю воздушную петлю. И так вяжем мы все ряды. То есть узор постоянно сдвигается на пол раппорта. Сейчас мы довяжем до угла, и я покажу, как вяжется эта прибавка в углу не в начале ряда, а в середине. И прибавки по углам вяжем следующим образом. Делаю воздушную петлю. Воздушная петелька вот у меня отмеченная маркером. Ввожу туда крючок. Столбик без накида. Маркер убираю. Воздушная петля. И еще раз туда же столбик без накида. Отмечаю петлю воздушную опять маркером. То есть под одну воздушную петельку мы связали 3. И дальше продолжаем по рисунку. Я провязала первый ряд обвязки. Посмотрите по углам. Воздушные петельки, которые находятся в углах, я отметила маркером. В эти места мы будем вязать прибавление, то есть по низу полочек и по верху полочек. Я замыкаю вязание в круг, то есть делаю воздушную петлю и под воздушные петли подъема ввожу крючок и выполняю соединительный столбик. Дальше опять же 2 воздушных подъема. Маркер убираю. Тоже в то место, которое было отмечено маркером. Ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И опять же воздушные петельки подъема отмечаем маркером. Воздушная петля и под воздушную петлю предыдущего ряда вяжем столбик без накида. И вяжем обвязку на необходимую ширину. Я вывязала планку. Всего белая часть составляет 2,5 сантиметра. И на этом наш жакет готов. Осталось его постирать либо отпарить. Если вам понравилось видео, не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить лайк. До скорых встреч, всем пока!